Что такое Delegate Proof of Stake? Как он работает и в чем его отличие от таких алгоритмов консенсуса, как Proof of Work и Proof of Stake? В этом видео мы подробно разберем схему работы алгоритма DPoS и рассмотрим его плюсы и минусы. Delegate Proof of Stake – это система, в которой есть определенное количество избранных производителей блоков, которые выбраны для создания новых блоков в круговом порядке. Алгоритм DPoS включает в себя две активных стороны – производители блоков, пользователи, выбирающие производителей блоков. Производители блоков находятся во власти всех пользователей сети. Каждый пользователь сети имеет право голосовать за того, кто будет создавать новые блоки. Количество голосов пользователя, которое он может отдать за выбор производителя блоков, равняется количеству его монет или же его стейку. Давайте рассмотрим условный пример. Есть 5 кандидатов, которые хотят стать производителями блоков в сети. Допустим, всего участников сети 15. 5 из них хотят стать производителями блоков, остальные 10 участников сети могут отдать голоса пропорционально количеству своих монет. Допустим, что у первого участника 1 монета, у второго 2, у третьего 3 и так далее. Распределение голосов проходит следующим образом. Наибольшее количество голосов получает первый, третий и пятый кандидат. Второй и четвертый кандидат получили меньше всего голосов. Если в системе установлено минимальное количество производителей блоков, например 3, то первый, третий и пятый кандидаты назначаются производителями блоков, так как они получили больше всего голосов. Теперь эти производители блоков будут в случайном порядке создавать новые блоки и подтверждать транзакции. С каждым созданным блоком производители блоков повышают свое доверие и репутацию. Если производитель блоков будет замечен в мошенничестве, например, в двойной трате средств, то остальные производители блоков могут отклонить эту цепочку. А в период повторного голосования, каждые 63 секунды, пользователи могут забрать свои голоса, и производитель блоков больше не сможет создавать блоки, подтверждать транзакции и получать вознаграждение. Давайте рассмотрим список производителей блоков на примере EOS. Минимальное количество производителей блоков в сети EOS, установленной системой, 21. Выбранные производители блоков создают новые блоки в случайном порядке таким образом, чтобы каждый из 21 производителя блоков имел приблизительно равное количество созданных блоков за определенный период времени. Создание блока в сети EOS занимает половину секунды. Смена производителя блоков происходит каждые 6 блоков. Стоит отметить, что одна монета EOS может быть использована для голосования сразу за 30 кандидатов на производство блоков. Самый первый производитель блоков сети EOS имеет 2,306% голосов от участников сети. Это производитель блоков от биржи Huobi. На данный момент этот производитель блоков создал 819 тысяч блоков сети EOS. Давайте рассмотрим преимущества алгоритма Delegate Proof of Stake. Скорость транзакций намного выше, чем в Proof of Work и Proof of Stake. Структура DPoS повышает безопасность сети и целостность цепочки. Каждый пользователь имеет стимул выполнять свою работу добросовестно. В случае, если производитель блоков будет замечен в мошенничестве, то цепочка блоков будет отклонена, а пользователи заберут свои голоса. Чтобы стать пользователем или производителем блоков, не требуется специализированное оборудование, достаточно иметь обычный компьютер. DPoS намного более энергоэффективен, чем Proof of Work. Сейчас на ваших экранах распределение мощностей среди криптовалют, таких как Ethereum, Bitcoin и EOS. Как видно на диаграмме, EOS имеет 21 производителя блоков, которые создают одинаковое количество блоков. В случае с биткоином и эфириумом некоторые пулы имеют более 20% общего хешрейта сети. Теперь поговорим о децентрализации алгоритма DPoS на примере EOS. По данным eospark.com, всего использовано 38% голосов для выбора производителей блоков. Как мы отметили ранее, одна монета EOS может быть использована для голосования сразу за 30 производителей блоков. Таким образом, тот, кто имеет достаточное количество токенов, может проголосовать сразу за несколько своих производителей блоков. Сейчас на ваших экранах статистика голосования за различных кандидатов. На скриншоте видно, что разные аккаунты Bitfinex проголосовали 300 тысячами токенов за различных производителей блоков. Можно предположить, что в каждый период голосования голоса переливаются для выбора нужного производителя блоков. Также, по статистике, 0,3% всех адресов EOS имеют на балансе примерно 70% от всех токенов EOS, а топ-100 аккаунтов EOS содержит более 50% всех токенов. Таким образом, имея большое количество токенов, достаточно просто выбрать необходимых производителей блоков и сеть станет централизованной. На этом все. Если у вас есть вопросы, то обязательно напишите их в комментариях. Также не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики.